наверное, нам тяжело об этом говорить, мы не так часто злимся, но если говорить о злости на льду, то, наверное, чаще мы злимся не друг на друга, хотя я чаще злюсь на Сашу, чем она на меня, вот, больше на себя, на какие-то вещи, которые могут не получаться или получаются не так, как ты этого хочешь. Вот. Но если я злюсь на Сашку, то, ну, бывает, я там что-то ей скажу: Саш, плохое слово, Саш, ну, давай. Ну, что-то такое. Плохое слово бывает. Ванина злость — это не та злость, мне кажется, которую представляют себе люди. Вот. Это немножко такое иное. Все-таки мы очень много лет вместе, и наши взаимоотношения — это бесконечность какая-то всяких разных эмоций. Вот, и настолько мы уже знаем друг друга. Поэтому для меня злость — это вот тоже, наверное, не могу я злиться. Не могу я сказать, что я как-то злюсь прям на Ваню. Злюсь, может быть, правда, сама на себя, если что-то не получается. Это вот, наверное, такое самое яркое, что, знаете, так грызет изнутри. Я злилась на Диму, потому что он вовремя не зарегистрировал нас на рейс. Неправда. Я летела посередине. Не вовремя, ну просто там все места заняты были уже, что я поделаю. Не, я злюсь только зачастую на льду где-то. И злюсь на себя в большей степени, ну на Милану частенько тоже. Проявляется это, ну я сразу говорю просто. Если что-то не получается, я сразу говорю все Милане, а Милана мне не говорит. Я потом говорю, что я вспылил немножко, извини меня. Сейчас легче стало, на самом деле. Раньше тяжело было, я сейчас привыкла и воспринимаю это более как не к себе лично, а как к спортсменке, к партнерше. Я злилась на этой неделе, в понедельник на тренировке на себя, потому что у меня не получались некоторые моменты в программе. Ну, я скорее всегда держу в себе всю злость, стараюсь как-то сама пережить, а Ваня, наоборот, очень эмоционально реагирует. Ну, в общем, у нас не получался элемент, и Ваня просто замахнулся на воздух, случайно попал в бортик. Я не скажу, что мы когда-либо прям злились друг на друга, мне кажется. Мы больше, наверное, вредничаем. Ну да, мы такие. Мы не злые, мы вредные больше. Ну, побубнить друг на друга, повозмущаться. То есть это больше не про позлиться, а про высказать свое недовольство, мне кажется. Душнить. Мы не абьюзеры, мы душнилы. В некоторых моментах это смешно бывает, а в некоторых, ну, так страшно бывает. Неправда, я считаю. Он постоянно меня наговаривает. Вот недавно на твизлах упал. Был недоволен. Стараюсь не показывать эмоции, и чтобы никто ничего не видел. Когда несешь кофе, и оно проливается на белую новую кофточку, это обидно. Или когда я на Сашу кофе проливаю. Крайний раз, когда мы ехали сюда, в аэропорт, я вот так кофе поставила в такси, оно на Сашу. Злимся редко. Ну, как все, что-то случилось, что произошло, резкий порыв злости. 5-10 минут мы в себе ничего не держим. Говорим все, что думаем. Потом замыкаемся. Потом закрываемся, а потом улыбаемся. На тренировках из-за прокатов. Специалист по злости. Когда кто-то не доезжает, и я тоже не доезжаю, злимся друг на друга. И на себя тоже. Ну, можем покричать друг на друга. Потом подъедем, поговорим, все нормально. Раз в неделю. Бывает. 5. Всю прошлую неделю злилась я на себя. В основном на себя. Ну, я 2 минуты назад. На кого именно ты злился? На тебя, конечно. Мы чуть-чуть далеко сделали элемент. У Егора обычно это нецензурное слово. Не, ну зачастую мы, наверное, молчим больше, чем все выносим из себя. Ну да. Ой, я чаще всего злюсь на себя. Очень сильно злюсь на себя, потому что в паре мы почти не ругаемся никогда. А когда на себя злюсь, прям ругаюсь внутренне. В паре тоже, конечно, иногда злимся друг на друга, но, как правило, мы друг на друга зло смотрим, потом в сторону развернулись, уехали, водички попили, через 3 минуты приехали, снова мир, дружба, жвачка. Так что прям до криков, до оров не было. Да, никогда не было. А так, да, чаще всего какая-то злость на себя, внутри сам себя ругаешь, и потом снова отходишь. А вот на тренировке сейчас. Был момент, да. А вообще вот сейчас чуть-чуть злимся, что мы опоздали на автобус и можем пропустить обед.
Вот так вот злость выглядит. Вот. А на самом деле, да, на тренировке просто арена маленькая была, не очень удобно. Но ничего, мы справились, поэтому теперь мы счастливы и рады. И немного злы, что пропускаем обед. Мне кажется, счастье — это просто существовать, заниматься любимым делом, проводить время с близкими тебе людьми, просто наслаждаться каждому дню. Ну, заниматься тем, что ты любишь. Ну да. Ну, радость, мне кажется, она больше в таких моментах. То есть, когда там у тебя что-то получилось, что-то приятное с тобой произошло. То есть это такое мимолетное чувство, приятное. А счастье — это больше про продолжительный какой-то срок, когда ты просто в течение года, например, счастлив. Или много лет. Ну да. Счастье. Когда все идет хорошо. Когда Тася не злится. Тогда есть счастье. Когда родные, близкие, здоровы. Счастье — это более глубокое чувство, нежели радость. Радость может быть спонтанная, без причины. А счастье, оно либо есть, либо нет. Ликование. Счастье — это просыпаться силами с утра. Радость для меня — это какая-то моментальная эмоция, которая быстро стихает. А счастье — это внутреннее наполнение. Счастье — это иметь свое любимое дело, в котором ты наслаждаешься изо дня в день. Разделю ваше мнение. Когда человек счастлив, он чувствует себя свободным, вдохновляется разными моментами жизни. А радость приходит и уходит. Да. Счастье, когда тебя все переполняют эмоции, поднимается настроение, хочется как можно больше всего сделать, прилив сил, энергии. Не знаю, счастье — это что-то, когда вот ничего плохого вокруг нет, ты прям в какой-то нирване, в блаженстве. Все плохие мысли куда-то уходят, и ты просто в этом вот счастливом состоянии. Самоощущение внутреннее. Я не знаю, как это описать, но это... Ты можешь просто идти по улице вечером где-нибудь и такой: да, я счастлива. Вот так вот. Ну да, я, наверное, согласен. Внутреннее какое-то свое ощущение, когда все хорошо, на душе все хорошо, у тебя все везде получается, на тренировках, в жизни, все счастливы, все довольны, со всеми, как бы ни с кем не ругался. Да и вообще плюс вайб, короче. Ну, когда день без происшествий. Когда вышел, и все ровно прошло. Счастье, когда тебя окружают люди, которые с тобой искренне общаются, честность. Когда у тебя есть всегда кто-то за плечом, когда тебя кто-то поддерживает, это всегда так. Когда близкие люди здоровы, когда вижу улыбку тренеров. И, конечно, когда Саша приносит в понедельник кофе на разминку утром, когда провез это кофе через всю Москву и Московскую область. Раф на кокосовом молоке с шоколадным сиропом. Раф на сливках. Ну, наверное, счастье для меня в жизни — это все-таки не только спорт, но и ребенок. Когда твой ребенок чего-то достигает, ты чаще всего счастлив больше, чем за себя. Так что с этим, наверное, сложно что-то сравнить. А если говорить про спорт, то это выступать, соревноваться, преодолевать себя. Наверное, это очень большое счастье, когда ты можешь победить себя в какой-то очень сложный момент. Для меня счастье — это когда ты можешь наслаждаться, не знаю, с каждым днем тем, что твои близкие, твои любимые люди с тобой рядом, и что с ними все хорошо. Для меня счастье — это выбор. Вкусно покушать. Выбор. Я выбираю вкусно покушать. Радость — это когда ты думаешь о том, что ты целый день о том, что ты вкусно поешь, а счастье в моменте, когда ты вкусно ешь. Если говорить про фигурное катание, то почти всегда страшно. Присутствует такое, ты знаешь, это не то, чтобы прям страх, волнение, оно даже и на тренировках иногда присутствует. Знаешь, встаешь на прокатике такой, думаешь: ох, как внутри щекочет. А если про жизнь, вот у меня сын палец сломал неделю назад. Вот это стрёмно было. А так, вот это да, я понервничал. Серьезно, прям стрёмно было, потому что палец опух за секунду вообще. Не то чтобы страх, но какие-то переживания могут быть. Опять-таки там за близких, если у кого-то что-то там случается. Ну, то есть прям такого страха. Ну, знаешь, я когда стоял в Сочи на скайпарке, и вот эти вот люди прыгали туда,
Вот это страх. Ну вот я бы подошел, я бы, не прыгнул бы, наверное. Если только вот так произошло бы. А вот такой страх испытать вот здесь, нет. Это все-таки больше к волнению, знаешь. Волнение морское, океан, бриз, запах. Вкусно. Волнение и переживание за что-либо. Я вспомнил, что такое страх. Вот я недавно дома спал. Короче, лег спать где-то 11:30, думаю, сейчас усну пораньше, вот сплю, минут 20 проходит. Один дома, полная темнота, тишина, я вот сплю, один в квартире, и у меня стучит кто-то в дверь. Причем в дверь какую-то, в дверь туалета, как будто бы стучат мне. Вот тогда я реально очень сильно испугался. Я еще 10 минут пролежал, просто в кровати, не двигаясь, с открытыми глазами, встал, прошел по всей квартире, и никого не было, потом лег спать. Вот тогда было страшно. Да, он потом на утро на байке всем рассказывал. Всем рассказал. Всей группе рассказал, все знают, да. Последний раз я страх ощутила, когда я вышла, я там чуть приболела, и я вышла, и я подумала, что я поправилась. И да, мне было очень страшно, что я не приведу себя в форму в первый этап. Мне было, правда, очень страшно. Вчера на посадке. Да? Да. Вот Егор вчера на посадке был. Жестко сели. Страшно, не знаю, когда. Я все время в переживаниях, в злости, но бесстрашная. Когда без линз шла на улице, было очень страшно. Когда сюда летели. Потому что кофе пролила. Я просто летать боюсь немного. Вчера в самолете. Во время взлета мне было Ну, начнем с страшно. того, что тебе всегда В принципе, мне страшно летать. летать, да. У тебя такая небольшая фобия. Мне не страшно летать, просто... Она может спать. Ну да. Просто приземление было таким немножечко жестким, поэтому, мне кажется, все про самолеты говорят. Я насекомых боюсь. Мы только что откатали тренировочный прокат, я встаю, делаю поклон, а передо мной летит какая-то мошка. Мне стало страшно за свою жизнь. Вот сегодня, когда лифт в гостинице туда-сюда, 3 раза открылись двери лифта, и 3 раза был полный лифт. И я думал, что я сейчас пропущу автобус, и мне придется опоздать на жеребьевку. Я испытал мимолетный страх, а потом подумал, ничего страшного. У меня есть партнерша, которая уже сидит в автобусе, и она вытянет за меня жребий. Периодически страшно выступать на соревнованиях, конечно. Но в целом страх появляется только когда ты чувствуешь начало потери чего-либо. Вчера, когда собирались в аэропорт, страх что-то забыть, что-то очень важное. Вот это страх. Поэтому приходится контролировать все. Полетов боюсь на самолете. Честно говоря, даже не припомню, когда последний раз было страшно. Нет, Мы бесстрашны. Я смотрел Resident Evil, добро пожаловать в Ракун-Сити. Было крипово. Страшно, когда со здоровьем близких что-то. Вот последний раз были ситуации, поэтому было действительно страшно. Последний раз я испытывала прям такой сильный страх, когда последний раз каталась перед операцией. Я боялась, что больше не смогу выйти на лед, и вот тогда прям, не знаю, такое пришло осознание, что вдруг это последний раз, и что больше никогда не получится, и тогда мне было очень страшно. У меня все немножко попроще, я ужасно боюсь пауков. Вот просто вот этих вот мохнатых лапок. И мне буквально 2 недели назад приснился сон, что я во сне сплю, лежу, и на меня ползет вот этот огромный паук с этими лапками. У меня аж сердце куда-то вот туда вот вниз ушло, и я проснулся. Слава богу, это был сон.